Добро пожаловать на мой пока еще новый канал. В этом видео я покажу тригонометрический способ нахождения точного значения синуса угла в 18 градусов или π, деленного на 10 радиан. А в следующем видео надеюсь показать красивый геометрический способ нахождения этой величины. Для краткости обозначим 18 градусов через альфа. Поскольку 5 альфа это прямой угол, углы 2 альфа и 3 альфа дополняют друг друга до прямого угла, откуда следует, что синус 2 альфа равен косинусу 3 альфа. Применяем формулу для синуса двойного угла и косинуса тройного. Далее, поскольку альфа положительно и строго меньше прямого, косинус альфа отличен от нуля, что позволяет без опаски разделить обе части уравнения на косинус альфа. Далее, конечно, выражаем квадрат косинуса через квадрат синуса и получаем квадратное уравнение относительно синуса. Приводим его к каноническому виду, подходящему для применения знаменитой формулы. И поскольку свободный член отрицателен, согласно формулам Виета, один из корней уравнения отрицателен и никак не вписывается в антураж данного видео. Поэтому сразу пишем плюс перед радикалом. Общий множитель 4 выносим из-под знака радикала как двойку, в результате чего под радикалом остается 1 плюс 4 или 5. Теперь, конечно, сокращаем дробь на 2 и заодно переставляем слагаемые в числителе, чтобы было красивше. Вот точное значение синуса 18 градусов, которое не всегда с доказательством приводят различные источники, включая Википедию. Причем указанная статья Википедии содержит ряд других интересных фактов по этой тематике. У нас осталось немного времени, поэтому очистим страницу и вычислим другие точные значения. Начнем с косинуса 18 градусов, величина которого, конечно, положительна, коль угол лежит в первом квадранте. И вычислим отдельный квадрат синуса, поскольку он нам еще пригодится. Возводим выражение для синуса в квадрат, упрощаем и подставляем выражение для косинуса. И после очевидных преобразований получаем вот такой сложный радикал, который, к сожалению, не упрощается до суммы двух простых. Но лучше, чем ничего. Одновременно получили синуса и косинус угла 72 градуса, который дополняет 18 градусов до прямого. Следующий на очереди косинус 36 градусов, он же синус 54 градусов. Записали и поставили значение квадрата синуса 18 градусов. И что же получим? Знакомое выражение с плюсом вместо минуса перед единицей. Соответственно, синус 36 градусов отличается от косинуса 18 градусов минусом вместо плюса. Дополняет нашу, по-моему, вполне симпатичную таблицу синус и косинус угла 54 градуса. И это все.